Что вы знаете о Белом пути? Я хочу рассказать вам удивительную историю о нем. Не все способны встать на этот путь, только самые смелые и решительные. Ступив на него, дороги назад нет. Так что же такое Белый путь? Это случилось 13 мая 1942 года. Город Вестополь. Нацисты пошли напролом, и город пал. На отдаленных переулках уже не были слышны выстрелы. Мое внимание приковала пара сестер. Одна постарше несла совсем маленькую, отравленную магическим ядом. Они были совсем не в силах себя защитить. Им пришлось прятаться в метро. К счастью, немцы их не нашли. Они продвинулись дальше. Рискуя своей жизнью, старшая, в надежде найти лекарство или что-то, что могло помочь, пошла на осмотр территории. Ей удалось замедлить отравление, но... Никогда не забуду эти крики. Как мучилась маленькая сестренка. Она должна была срочно найти это противоядие. Но, сделав пару шагов в сторону, услышала звук затвора. На нее нацелилась фашистка. Старшая окаменела от страха и совсем не знала, что делать. Младшая сестра была на ней и тяжело дышала. Если бы она тогда только побежала, то, возможно, для этих бы сестер жизнь кончилась. Они стояли в оцепенении, не могли пошевелить и копытом. Казалось, прошла целая вечность. Почему она еще не выстрелила? Она просто целилась. Почему? От страха либо своей неаккуратности фашистка выронила ружье. У старшей сестры появился шанс, и она, не колеблясь, взяла пистолет и нацелилась на фашистку. Внезапно младшая сестра вскрикнула. «Пожалуйста, остановись!» Как я могу остановиться? После того, что они натворили? Наши братья, сестры, друзья. Ты забыла? Из всех убили. Как я могу остановиться? Разве мы правильно поступаем? Я тоже не хотела бы жить в таком мире, где теряешь своих родных и близких. И никто не может взять и остановить эту ужасную войну. Старшая сестра взглянула на фашистку еще раз. В ее глазах отчетливо прочитывался страх. Страх, который выдавал ее как жертву. Она словно посмотрела в зеркало. Мы лишь жертвы, пушечное мясо. Этот мир несправедлив и жесток. Убей или будешь убитым. Разве это не варварство? Старшая сестра бросила пистолет, отчаянно припав к уже умирающей младшей. Она уже не верила в чудо. Фашистка сделала пару неловких шагов в сторону сестер, взглянула на младшую и молча достала из кармана противоядие, протянув его вперед. Мысли в голове перемешались. Все казалось одним страшным сном. Ведь если бы не она, то, возможно, сестры бы были уже давным-давно мертвы. В этот момент старшая сестра усвоила один очень важный урок. То, что делает нас разумными, то, что делает нас настоящими, адекватными. Тут уже нет места патриотизму, а война отходит на второй план. Есть только жизнь и смерть, а выбор остается за тобой. Фашистка спасла ее сестру, потому что сделала выбор. Переступила рамки языкового барьера, гнева и ярости. Несмотря на свое положение, осталась честной и понимала: война не щадит никого.